Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Перед каткой я себе набрал вот стаканчик воды, если что. Набрал его для того, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда я поперхнулся, и мне не было чем как бы запить, и у меня такое в горле, знаете, неприятное ощущение было, першение, все такое. И как вы видите, я сегодня подстрижен, красив, невероятно неотразим и побрит, самое главное. Сразу, вот знаете, такой вот прикольчик, то, что ты когда не стрижен и не бритый, я, знаешь, плюс 20 к возрасту. Как только подстригся, побрился, сразу минус 20 возраст. Нормально, считаю, да. Чисто магия монтажа в реальном времени. В общем, сегодня я хочу сделать что-то красивое, и вот что конкретно, на самом деле, пока что не знаю. Хотя нет, может быть и знаю. Смотрите, там в начале катки я видел, что есть два бога, тут есть аптечка, и на ум мне приходит следующее. Можно попробовать поиграть через 6 богов, через, естественно, Кириллину, куда же без нее. Кириллина всегда хороша, Кириллина всегда отлично. Либо же, смотрите, там я себе расширенный пул ставил демонов. Можно будет попробовать сыграть через демонов. То есть фуловые демоны, Керри СФ, все такое. Ну, хотя Свенчика нету, так что будет тяжело. Так, удачи вам. Юмдик. Спасибо. Спасибо. Так, сейчас. Спасибо. Если что, я начал картку стоп-не со своим подписчиком. Он мне кинул пригласик, я его принял, естественно, добротно. И, кстати, я вижу двух резаков, и я вижу орка-охотника. Орка-охотника. Что мы будем делать? Ну, я, наверное, возьму орка-охотника. У меня сейчас довольно-таки будет оверсильный стол. Вот если реально так посудить, то у меня будет оверсильный стол. Смотрите, у меня два резака. У меня есть орк-охотник. Сейчас упадет урок войны, то все, это будет торба. И не дай бог, ко мне орк-охотник придет в 2 звезды. Как только придет орк-охотник 2 звезды по дорогам войны, все как надо, у меня там кабан будет сумасшедший. Он будет сносить все и вся. Человек, кстати. Человек. Ну как это назвать? Вот как это назвать? Охренеть. Сейчас все под заказ идет, я так понимаю, да? Я, кстати, возьму человека, потому что. Почему? Потому что я поставлю баф людей и буду максимально быстро выходить в уровень. Мне это необходимо. По-любому я, наверное, в этой катке буду покупать духа пятерку. Ну, естественно, смотря от своего билда. Если же у меня будет много контроля, то дух пятерка ко мне зайдет как мейн керри. Ну, посмотрим. Так, что-то я еще такое хотел важное сказать. Точно, чуть из головы у меня не вылетело. В общем, завтра в 6 часов вечера по киевскому времени я буду включать стрим. Это первый момент. Второй. Сегодня в 6 часов вечера по киевскому времени выйдет еще один ролик. Поэтому, ребят, кто не ставил уведомления на мой канал, обязательно поставьте. Потому что я хочу услышать от вас полноценный фидбэк по поводу текущего ролика, который выйдет в 6 часов по киевскому времени. Так что, ребят, жду полноценный фидбэк насчет того ролика. Мне очень будет интересно. И вот, знаете, что из... вот еще что. Ребята, у меня разыгрывается на канале наушники Fofine Ampligim H6. В телеграм-канале есть полная информация по поводу этого розыгрыша. Так что заходите в телеграм-канал, читайте все условия и тому подобное, выполняйте их и получайте некий шанс, что можно получить наушники. Так, все, в принципе, сказал такое самое важное. И давайте обратно вернемся в каточку, погрузимся. Уже видим здесь лустрик со старта. Но я хочу попробовать все это такое на более-менее винстрике пойти. Дай бог, конечно, ко мне придет сейчас вот этот орк-охотник 2 звезды. Если приходит ко мне орк-охотник 2 звезды, у меня кабан будет, ну, нереальный. Там просто такая свиноферма будет душащая. Уф. Можно себе, кстати, знаете, что делать? Хотя пока, наверное, рано. На самом деле, мне как-то и демоны вообще не идут, заметили? Chaos Knight. Боже. На самом деле, вот лучше звучит Chaos Knight. Но по факту, как оно звучит, это Chaos Knight. Охренеть. Это, если что, рыцарь демон второй за 2 монетки. Это просто, жестко. Это жестко. Ну ладно. Чтобы никого не раздражать,
буду говорить Chaos Knight. Хотя на самом деле, я думаю, многие за, чтобы я говорил Chaos Knight. А ну-ка, напишите в комментариях, сколько людей за, чтобы я говорил Chaos Knight, а не Chaos Knight. Ты смотри мне, то я как-то не хочу сейчас откисать. Отлично. Гасите его толпой. Ногами гасите его. Чисто Тинкер в угол забился и ждет. Все. На самом деле, из-за того, что он в углу, он может меня вынести, так как на нем баф гоблинов. Нет, не может вынести. Не может он вынести. Ой-ой-ой. Вон он. Кстати, я баф людей могу поставить. Что я, наверное, и сделаю. Я сейчас возьму уровень, поставлю баф людей. Вот так вот. Все. Отлично. Прекрасно. Замечательно. У меня сейчас будет максимально быстрый выход в уровень. Максимально ранний будет уровень. Это получается за сколько я возьму 16 уровень? Получается за 4... Ну, примерно за 4-5 раундов. За 4-5 раундов у меня сейчас апнется, если что, 7 уровень. Потому что я буду получать за каждый раунд по 3 опыта. Ну да, получается 5 раундов даже, а не 4. А, понял. Тут я откис снова сделал. Да? Есть. Кто-то сомневался, ребят? Я не сомневался, что я сейчас таки снова сделаю. Поэтому... Даже охотники. На самом деле он играет через Хускара и охотники. Прикольно, кстати. Надо, наверное, волшебников разобрать. Честно, у меня сейчас такая каша тут. Максимальная. Ничего не понятно, что у меня на столе, зато очень и очень интересно. На самом деле, у меня сейчас, если так объективно посудить, то ситуация более-менее хорошая. У меня 95 хп, одна монетка. К 10-му раунду, если выйду примерно хотя бы в 20 монет, то будет вообще шик. Потому что у меня будет и уровень, и хпшку сэкономлю. В принципе, вообще все шик будет. Но пока как-то грустно. Ага. Понял, принял. Я понял, принял, не дурак. Понял, принял, не дурак. Мне нужен лустрик теперь. Я рассчитывал хотя бы немного, хотя бы на винстрике побыть, но, скорее всего, мне нужно будет идти через лустрик. Ладно, давайте так. Сейчас посмотрим, что на 10-м раунде у меня упадет. И от 10-го раунда уже будем отталкиваться. Но все-таки надо будет купить жрецов немножко. Немножко жрецов надо будет купить. Попробовать демонов собрать или не попробовать? В самом деле, эта катка явно не для демонов. Она будет довольно-таки трудной. Во-первых, мне просто демоны не идут. Вот как бы можно игру сейчас просчитать и понять, что демоны мне не идут. О, 6 охотников, понял, принял. Можно не надо? Пожалуйста. Не надо так больно. Все, понял. Я тебя услышал. На лустрике, так на лустрике. Все. Там Джуна, кстати, 7 себе уровень уже взял. И у меня скоро будет 7. Мне пришел, кстати, урок охотник еще один. На каком раунде? На 10-м? Добротно. Добротное усиление. Поставлю немного мехов, чтобы у меня был небольшой халявный ролл. Я думаю, это в 6 персонажей не смогу проиграть мобам. 100% не смогу. Тут по-любому будут охотники, скорее всего. По-любому, скорее всего, здесь будут охотники. Формулировка фразы идеальная, ребят. Учитесь. Если что, преподаю уроки по поводу формулировки фраз. Кому интересно, записываемся. Пишем на Google почту. И жрец есть. Кто молодец? Я молодец. Почему я молодец? Потому что у меня есть, во-первых, аптечка. Во-вторых, у меня сейчас жрецы. В-третьих, я сэкономил довольно-таки себе большую и львиную долю хпшки.
У меня всего лишь сколько? 81 хп. И это на самом деле круто. Тогда смотрите, как мы можем поступить вот в текущей ситуации. Первое. Я могу попробовать собрать фул богов. Фул богов. Через Лину. Это первый вариант. Ну и, соответственно, жрецов докинуть, чтобы обидно не было. Какая же шикарная внешка на Хускаре. Я все тоже такого хочу Хускар внешку. Да. Кстати, удивительно, что у меня пинг 40. Лина в 2 звезды. Обалдеть. А что это за царский такой подгон? Уже 7 уровень. Два охотника вижу, это плохо. Два охотника, это будет еще та за нас в заднице. Магия. Ну, короче, смотрите, в общем, я не буду сейчас так сильно задумываться о том, что и как сыграть. Просто расскажу вам свой план. Первое. Я хотел бы попробовать реализовать фул богов. В этой катке я это могу сделать. Я могу поставить себе 6 богов, 4 горна и 1 керри. В данном случае я бы хотел попробовать все-таки Лину реализовать. Реализую Лину, будет все замечательно. Не реализую Лину, все будет очень плохо и печально. Я, кстати, кто вдруг заметил, я сейчас смотрю внимательно по списку, кто мне должен прийти из жрецов, потому что ко мне не приходил топ-не. И если я провтыкаю этот момент, я, соответственно, провтыкаю что? Правильно. Провтыкаю свой лустрик. А лустрик мне сейчас кровь из носа необходим, чтобы выйти максимально быстро в 50 монет. Ну вот, короче, как-то у меня вот такой вот план, чтобы поставить 6 богов, 4 горна и керри Лину. Но, возможно, мне придется переиграть ситуацию, потому что здесь и дух пятерка. И под духом пятерки я, наверное, поставлю себе 4 бога и 3 жреца. Либо же 4 жреца. Там уже как пойдет. Что-то, кстати, топ-не ко мне вообще не приходит. Что странно. Сейчас я доиграюсь. И чует мое сердечко, что отлечу я в топ-8. Как-то слишком много я по лицу получаю. У меня всего лишь там, ну, сколько? 4 баночки. Ну, 3 баночки. Этого мало. 3 баночки могут не восстановить то повреждение, которое у меня есть. Так, сейчас топ-не ко мне не должен прийти, по сути. Хотя на самом деле должен. Но в любом случае я постараюсь подловить его. Или забить, хрен уже. Да когда ты ко мне придешь уже, а? Чел двух Манки Кингов нашел при 50 монетах, прикиньте. Неплохо ты придумал, 2 МК нашел при 50 монетах. Красава. Чисто лайк, чисто скилл, никакого мошенничества. 2 ТБшек. Я думаю, все-таки пора их распродать. Чует мое сердечко, что пора их все-таки распродать. Кстати, 5 людей у меня. Мне не хватает одного человека, чтобы получить фуловый баф людей. А на самом деле, если бы я получил сейчас фуловый баф людей, то я бы получил 8 опыта за раунд. Потому что этот раунд я бы 100% выигрывал. Вот на чем ты решил поиграть, топ-не. На инсектоидах. Вот как ты со мной хочешь поступить, да? Не, надо, короче, переделать свой билд. Как бы идея осталась прежней. Это сыграть через богов, горн и кириллину. Но, так как будет инсектоид, то, скорее всего, мне придется быстренько все это вот переделать. И сыграть иначе. Вот только как сыграть, непонятно. Обидно, конечно, что не 6 людей поставил, но ладно. Надо было людей заранее покупать, чтобы я мог на этом раунде поставить 6 людей. Правильно? Правильно. На мобах откисать мы не можем. Нам этого не надо. Мы на мобах должны сейчас жить. Жить и не тужить. Можно, кстати, сейчас немного богов поставить. Честно? Играл бы я на суммонах, мне бы этот рок войны никогда в жизни не пришел. Если бы я играл на суммонах.
О, понял, спасибо за полезную шмотку. Давай попробуем. Ну, гиперстон мне надо. Гиперстон мне надо. Кровь из носа надо. Кровь из носа у меня необходим. Я, если что, Рок войны не хотел особо скипать сейчас. Почему? Потому что Рок войны мне будет необходим для вот орка-жреца. Если я все-таки буду играть через жрецов, то для орка-жреца мне Рок войны будет кровь из носа необходим, так как спам, это скорость атаки. А что может сильнее усилить мои симоны? Естественно, только вот Рок войны. Сейчас, кстати, я так бюджетненько по лицу получу. Там Хускар с шаром бездны. О, человек пришел. Ладно. Не то, чтобы я сильно расстроился, но расстроился. Кстати, 9 уровень на 17 раунде. Как вам? А ну-ка, ставим ролик на паузу и пишем в комментариях, какой будет у меня билд. Боги Горн Кириллина. Да? 6 богов, естественно. Боги Горн. 6 богов Горн и Кириллина. Либо же у меня будут боги-жрецы Кириллина. Либо же третий вариант какой-то. Давайте пишем в комментариях. Ставим сейчас ролик на паузу и пишем в комментариях, что конкретно будет у меня за билд. На самом деле я сам ничего не знаю, какой у меня будет билд, но знаю точно, что у меня будет ранний 10 уровень. Только знаете, в чем момент? Раз там будет инсектоид, то мне нельзя, чтобы я уничтожал его. Потому что если он, не дай боже, наспамит свои спамы, он снесет все мое остаточное хп. Я вот только заговорил за людей, прикиньте, куча людей пришло. Но так как мне эти люди уже не нужны, я этого делать не буду. Я, кстати, 4 богов уже поставил пока что. У меня все-таки Рина в 2 звезды есть, поэтому можно поиграть через 4 богов. По идее, смотрите, если все будет хорошо, то Леший сможет спокойно чистить любой спам инсектоида. Любой. Хотите так же, кстати, рофл. У топ-не сейчас лустрик 12. 12 лустрик. Сколько раундов ко мне он не приходил? Охренеть. Блин, Дум так выглядит сексуально, аж хочется его взять, но... Не знаю, я, наверное, кунку продам. 7 баночек у меня есть, надеюсь, мне повезет. И благодаря этим 7 баночкам я смогу спокойно себе восстановить нормальное количество хп. Так вот сделаю, немножко свой стол усилю, потому что уже пора. Пора, я не буду жадничать. Хотелось бы, конечно, немножко дольше посидеть на этой аптечке, но не буду. Не буду, это слишком чревато последствиями, кстати. Только заговорил за тупне, я ж забуксовал на месте на фразе. Только заговорил за тупне, и он ко мне пришел. Вот ты какой. Вот ты какой. Все, 10 уровень у меня есть, пора ролиться. О май гаш. Ну, смотрите. Кстати, помните, я говорил, что Рок войны для этой импрески нереально сильный предмет. А вот смотрите почему. Если что, она спамит свою иллюзию, а иллюзия становится со скоростью атаки. И это будет сейчас зверско. 59 хп. Блин, на самом деле я что-то протупил и забыл посмотреть, сколько у меня там было хп. Ну, по-моему, неплохо я восстановил за 7 баночек себе хпшки. 59 хп у меня сейчас. Довольно-таки неплохо. Смотрите, как скорость атаки импрески. Вот. Получается, иллюзия, которая засумоненная, она имеет увеличенную скорость атаки. А вот этот, который дубликат появляется, она не имеет увеличенной скорости атаки. Охренеть. Да, будем играть пока что через жрецов. А похоже, я не ошибся с выбором. Похоже-то я не ошибся с выбором. Надо играть через жрецов. Я, кстати, наверное, поставлю цветку. Потому что, смотрите. Вот так вот сделаю.
Свен ливнул. А зачем он ливнул? Не понял. Я что-то не понял. Я как-то этот момент упустил, почему он ливнул. А ну-ка, ребят, напишите мне в комментариях, почему он ливнул. И что мне упадет? Как бы под антимага посох третьего тира это имба, но я, наверное, возьму все-таки бусы. В этот раз я, наверное, возьму бусы. Соберу импреску в 2 звезды, будет замечательно. У меня будет нереально мощный керри. Вот смотрите, сколько урона сейчас он будет накидывать. Скорость атаки у нее зверская. Вот видите, да, на ее иллюзии, получается, работает скорость атаки, а на дубликат не работает скорость атаки. Но все равно это жестко. Да, это жестко. Там огромная армада охотник. И я знаю, как с ним бороться. Я знаю, как бороться с этим охотником. Надо от импрески, наверное, отказываться все-таки. Как бы мне не хотелось сыграть через импреску, но, скорее всего, мне нужно отказываться. И от провидца тоже я буду отказываться. Я буду играть через жрецов. Все. Все. Надо. Не то, что я этого хочу прям категорично. Просто надо. Не сделая этого, у меня будет все очень плохо. Я бы даже сказал, критически плохо будет. Если я этого не сделаю. Ой-ой-ой, так, топ... Не, я надеюсь, ты меня сейчас не взорвешь. Пожалуйста. Не души. Не души только, пожалуйста, своими сумонами. Или это я буду тебя душить сумонами? Ни хрена себе ты засумонил кабанов. Прости, топ не. Но next. Минус 34. Боже, вы видели? Вы видели этот момент? У меня свинья засумонила нереальное количество народа только что в моменте. 3 свиней она суманула. 3. Нормально. Нормально. Ну вот, ребята, смотрите, будете играть на инсектоидах, будет вот такая вот тема происходить. Все, не играйте на инсектоидах. Топ не только что доказал, что игра на инсектоидах чревата последствиями. Не играйте на инсектоидах. Я не рекомендую. Это полезно для здоровья не играть на инсектоидах. Так. Ой-ой, а кто мне сюда свой винстрик сейчас принес? Ой, спасибо, покушать принес. Минус 18, спасибо. Так, ну все, мы набираем обороты, получается. Мы, получается, набираем обороты. Прекрасно, я считаю, замечательно. Там остались, по сути, только охотники и эльфы. Вот эльфы для меня это проблема. Против эльфов мне кровь из носа будет необходим Monkey King Bar. Не найду этот МКБ, то у меня будут печальные новости. Кстати, мне интересно, а Леший вообще придет? Получается, смотрите, против меня 2 охотника, 1 эльф, 2 мага. И я такой вот красивый на жрецах. Прикольно. Неплохо. Неплохо. Очень даже неплохо. Но охотника, я думаю, я вынесу. Всех охотников, думаю, вынесу. Без шансов. Мага, я думаю, тоже спокойно вынесу. Типа, проблем вообще не... Вы поняли, какой он там хитрожопый? Вот этот мистер Грей, вдруг кто не понял, он играет на инсектоидах. То есть он играл до этого на магах, но сейчас он будет играть на инсектоидах. Это сейчас... А, это не он, это кто-то другой. Кунка керри? Что? То есть, вместо того, чтобы закирить котла и наносить тонну мне урона, он закирил кунку. Не, ну в принципе, это гениальное решение. Кстати, а это проблема. Это-то проблема. То, что там будет еще один инсектоид. Ладно, пока что он ко мне не пришел, я думаю, переживать не стоит. Стоит переживать за то, что вот какие предметы мне взять.
Вот сейчас бы я хотел, чтобы не упал посох третьего тира. Но сейчас, как назло, он не должен мне упасть. Как назло. Сейчас будет приходить абсолютно все, но не посох третьего тира. Там уже мистер Грей перестроился в инсектоида потихоньку. Как-то мне слишком хорошо идет антимаг. Неужели мне получится антимага в 3 звезды собрать? Соберу антимага в 3 звезды. Это будет весело. Ой, как это будет весело. Наныл. Наныл имбу. Да, там все. Но, откровенно говоря, если посмотреть на его инсектоидов, то меня это ни грамма не радует. У него дубликатов мало, но все равно меня это не радует. Это выглядит неприятно. А ну-ка, ставим ролик на паузу и пишем в комментариях сейчас. Как мы называем таких людей, которые играют на инсектоидах? Как? Как мы называем таких людей? У меня на языке вертится только нецензурная брань, кто играет на инсектоидах. На самом деле, играя на инсектоидах, это то же самое, что играя на шаманах. Ты не можешь быть уверен в том, что тебе придет адекватные фигуры. Вот на самом деле в этом патче так тем более нету как бы шансов на то, что тебе придет адекватная фигура. Угроза достойна уровня Мстителей, да? Этот эльф, судя по всему. Чё-то как-то слишком хорошо мне идет. Тьфу-тьфу-тьфу. Я бы мог найти сейчас МКБ, но лишиться Рога Войны. А Рога Войны я лишаться не особо хочу. Вы посмотрите там на инсектоида, боже. Пожалуйста, можно не надо? Можно это будет как страшный забытый сон? Пожалуйста. Короче, сейчас для меня самое опасное это инсектоид. Это первое. Второе, для меня опасен это эльф, потому что я по нему элементарно не попадаю. Если кто-то из них вынесет эльфа, я буду премного благодарен. И, кстати, чертов обезоружка мне прилетает на антимага. Можно не надо? Пожалуйста. Нет. Нет! Ну не кидай ты эту палку. Мне надо срочно МКБ. У меня, если не будет МКБ, я не буду попадать по ним. Нет. Я уже вижу, чем это пахнет. Не надо. Нет. Короче, я думаю, многие сейчас прочитали по губам, что я говорил. Но это полный... Спасибо тебе, милый мой. Спасибо, что ты именно сейчас пришел. Боже. Ой, и тебе спасибо. Все, будем играть через Фулгорн сейчас. Почему я буду играть сейчас через Фулгорн? Объясню. Во-первых, Фулгорн дает какой-никакой, но контроль. Обидно, что антимаг еще не пришел. Мне надо парочку антимагов все же. Смотрите. Фулгорн дает контроль. Первое, это агро. Второе, обезоруж. Третье, после активации способности стан. Как мы помним, у меня есть дух пятерка. С духом пятеркой, ох, как я им не завидую. Я буду их испепелять. Каждого. Каждого из них я буду испепелять. Кстати, знаешь, что я сейчас понял? А на кой черт мне Марс, если у меня нету сейчас 6 богов? А даже если будет 6 богов, на кой они мне? Вот зачем они мне? Вот зачем мне 6 богов в этой катке сейчас?
Не. Ну, в принципе. Мантия короля хороший предмет. В принципе, мантия короля хороший предмет. Ой-ой-ой, эльф, какой ты красава. Я его Марси под контроль взял. А он своим радиком своих же людей выжег. Вот это вот... Вот это вот круто. Если вынесу его, то будет замечательно. Мне не надо будет искать МКБ. Но в любом случае мне надо будет искать МКБ, потому что там есть инсектоид. А там есть... Давай, иди отсюда. Хорош. Не, если что, я Я хорошо отношусь к каждому. У меня нет ни грамма предвзятого отношения, если что, в сторону игроков. Нету. Ну, кроме тех, кто играет на инсектоидах. Все-таки на них у меня, ну, язык не поворачивается хорошими словами обозвать. Ну, в принципе, ну, смотрите, мантия в действительности неплохой предмет. Я вот сейчас так подумал, что мантия в действительности неплохой предмет, потому что, во-первых, у меня есть один демон, а один демон это означает чистый урон с руки. Какой-никакой, но это плюс. Но без МКБ мне все равно будет очень туго. МКБ мне кровь износа необходимо. Еще бы мне Хана бы апнуть в 3 звезды. Все-таки как-никак это огромная стенка, которая неплохо даже закидывает свой контроль. У него стан массовый такой неплохой. И мне бы он пригодился. 6 богов я, наверное... Ну, на самом деле от 6 богов мне толку 0. Ну, нет смысла. Кстати, я, наверное, возьму косу. Знаете, почему возьму косу? А все просто. Интересно, с каким шансом ко мне придет антимаг? Мне, кстати... Знаете, что я сейчас понял? Мне одного антимага не хватает до 3 звезд. Одного. Дай бог, чтобы он пришел ко мне. Я бы мог сейчас взять метаморфозу, либо же шлемореса, и восстановить себе хпшку. Но я, наверное, возьму все-таки косу. Знаете, почему я возьму косу? Смотрите. Я сейчас беру косу, сбиваю вот этому вот топчику винстрик. У него, кстати, 96. Вдумайтесь. Он себе метаморфозы восстановил кучу хп. Кучу хп. Почему? Вот я не знаю почему, но вот я вас спрашиваю, ребята. Вот вы в комментариях мне напишите и скажите, почему у меня не перерождаются адекватно инсектоиды. То есть, смотрите. Я как-то раз собрал Манки Кинга в 3 звезды, закинул ему сердце насекомое. Чисто ради контента записывал, если что. Не надо меня сейчас там какашками кидаться в комментариях, что я играл на инсектоидах. Не надо. Чисто в научных достижениях, скажем так. В научных исследованиях. Чисто проводил эксперимент. Так вот. Какого черта у меня инсектоиды адекватно не перерождались? Почему у меня вообще появлялись двузвездочные фигуры? По какой причине они появлялись? Но... А кто тут антимага собрал 3 звезды? Кто тут антимага собрал 3 звезды? И да, это я. Хорош. Красавчик. Я, кстати, наверное, возьму вот этот талисман, потому что он дает миссы. А так как у меня один талисман уже есть, то с 2 талисманами я буду себя чувствовать намного увереннее. Все-таки плюс 50% мясов это то, что доктор прописал. Особенно против Манки Кинга, который может промазать твою палкой, либо что еще. А так как он играет через Манки Кинга, это проблема. А еще у него есть обезоружь. Это тоже еще одна проблема. Но охотника я как-то вообще не боюсь. Не знаю, ну... Не боюсь и все. Просто вот из-за этого. Просто бам и все. И минус охотник. Все, пока. Минус 30. Ну, всего лишь что. Минус 30. Ну что, инсектоид? Время поговорить по-взрослому. Я надеюсь, ты готов к той взбучке, которую я для тебя подготовил. Надеюсь. Сейчас я тебя буду уничтожать и испепелять. На самом деле, смотрите прикол. Если ему падает все удачно, он меня выносит. Так, кстати, я немножко забыл и вернусь к своему вопросу. У меня нормальные инсектоиды почему-то не перерождались. Вообще не перерождались. Почему? Не знаю. У меня перерождались они в двухзвездочных всяких скорпионов, никсов и тому подобное. Но мейн цель не перерождалась.
Потому что, ну, она, если что, выживала бы до конца. Но все равно у меня не появлялись Манки Кинги. У меня была куча... Знаете, почему я сейчас негодую? Пока-пока, инсектоид. Ой, кто-то винстрик потерял. Смотрите, сколько мне сейчас опыта навалит. Мне сейчас навалит 14 опыта. Ой, так я тебе еще и добротно по хпшке кину в лицо. На! Минус 33. Заслужил. Без МКБ, конечно, туго. Если что, меня немного фризнуло, только что из-за этого я не успел переставить антимага. Из-за того, что произошел фриз. Кстати, сейчас я возьму... Я, так кстати, не объяснил, почему я взял косу. Смотрите, я выбил мувинстрик. У меня будет 11 уровень. У меня будет вот такой билд и еще 2 свободных клетки. А, соответственно, 2 свободных клетки, это жрецы у меня будут под контроль брать его юнитов. А возьму под контроль его Манки Кинга, мейнового керри, то все. То все, финита ля комедия. Кстати, вот интересный такой вопрос. А если я беру вражеского Манки Кинга под контроль, да? У него сердце насекомое. Будет ли она работать на текущего Манки Кинга? Если не будет работать, то все. Это конечное. Это будет конечное для инсектоида. Обожаю антимага. Обожаю антимага. Обожаю антимага, когда я его собираю в 3 звезды. Вот это я вот в действительности обожаю. А еще я обожаю наказывать инсектоидов. Хотя на самом деле наказывать это сейчас, наверное, слишком громкие выражения. Чисто. Вы прикиньте, насколько ему сейчас обидно. У него было 100 хп. Пришел я и 2 раза ему снес, минус 70 получил он. В общей сумме он уже получил минус 70 хп. Так вот, смотрите, у меня сейчас будет 11 уровень. На 11 уровне у меня будет 2 лишних слота. И, соответственно, 2 лишних слота — это 2 лишних контроля фигур. Кайф? Я считаю, кайф. Чисто из говна и палок слепил вот такую красоту. Мне нравится, я доволен. На самом деле я не знаю, каким образом я побеждаю, имея всего лишь одного антимага. Хотя такого антимага иметь... Антимаг заходит в любой билд. А ну-ка, пишем сейчас в комменты, что на скиллухе затащил. Чисто на скиллухе антимага в 3 звезды до 30 раунда собрал. Но на самом деле я его собрал чисто из-за того, что... Скажите, я вам скажу. Я его собрал, потому что у меня был 10 уровень. И у меня шанс на фиолетовую фигуру был 25%. И от БКБ отказываться я, пожалуй, не буду. Потому что там есть всратые обезоружие, вот это вот все. Оно мне... Оно мне не надо. Мне, кстати, 2 опыта не хватает до 11 уровня. И чем же пожертвовать? Бутами точно нельзя пожертвовать. Но я, наверное, пожертвую все-таки шаром бездны, мантией. Хотя мантию так не хочется. Вот я со слезами на глазах отрываю от груди. Да иди ты в сраку! Ладно. Окей. 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 Ладно. Нет, так нет. На самом деле это критично. Это очень критично, то, что мне сейчас не пришел МКБ. Ладно, я доволен. Не пришло МКБ, и ничего страшного. Не пришло и не пришло. Правильно? Правильно. Наказан. Чисто. У него было 27 хп, я ему накинул минус 29. Вдогоночку чисто так. Ну что, кайфанул на своих инсектоидов? Кайфанул? Прости, что сломал тебе кайф. А чел, кстати, там решил еще через орка жреца напоследок сыграть, а не через манки кинга. Я думаю, это ошибка. Я думаю, это огромная ошибка, то, что он решил через орка жреца сыграть, а не через дальше манки кинга. Потому что с манки кингом у него шансов как-то было поболее выиграть, чем через орка жреца. Хотя, орка жрецом он мог наспавить трехзвездочные фигуры, тогда было бы... Не знаю.
Вот честно, я даже не знаю, как лучше, но я бы остался, наверное, в Monkey King. Потому что все-таки, как-никак, если Monkey King 3 звезды заспавнится, это вечный стан на лицо. Поэтому я бы лучше Monkey King и дальше кирил. Вот напишите в комментариях, как вы думаете, кого лучше оставить в данной ситуации? Monkey King или же Орка-жреца? Как по мне, Monkey King как-то лучше выглядит, хотя Орк-жрец намного больше спамит. Не знаю, короче. Не знаю, как лучше. Но в целом, инсектоид, ребят, наказан. Наказал инсектоида по полной программе. На самом деле, не только инсектоида, но больше всего я вот инсектоида наказал, я доволен. Все, знаете, у меня аж вот груз с сердца упал. Просто камень с души. Вот как камень с души упал. Все, я кайфую. Я кайфую то, что я вынес этого инсектоида. Все. Отдыхай. Отдыхай, молодой. Наслаждайся. На самом деле, прикиньте, как ему реально обидно. Я его вынес за 3 раунда. За 3 раунда вынес. Топ? Топ. Добавить по этой катке мне нечего. Но это было красиво. Единственное, обидно то, что мне Monkey King бар не упал. Упало бы мне МКБ раньше, было бы все намного лучше. Но я все равно доволен результатом. Это было круто. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забываем ставить свои лайки. Я вынес сейчас инсектоида, а значит мне нужно максимальное количество лайков. Просто тыкаем лайк, не забываем обязательно. Тык, 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 лайк. Я на тебя смотрю и смотрю, когда тыкаешь свой лайк. Понял? Понял. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся. А кто не подписан на мой Telegram канал, обязательно тоже на него подписываемся. И в описании, и в комментариях есть закрепленная ссылка на мой Telegram. А еще на экране появится QR-код. Всем удачи!